Привет, друзья! Меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер, и вы у меня на канале Шикаяма, где мы с вами готовим сладости. Ввиду того, что зима нас настигла в этом году гораздо раньше, чем обычно, уже выпал первый снег, хотя за окном 5-6 октября, это было вообще какой-то стресс для нас, для всех. Чем же нам согреваться, как не горячим шоколадом? Этим прекрасным напитком, который не только вас согреет, утолит ваш голод и жажду сладостей. Сегодня я вам покажу, как готовится самый простой вариант этого горячего шоколада. Вы можете его модернизировать. Прекрасно горячий шоколад сочетается со свежемолотым черным перцем, с имбирем, с перцем чили. Я же сегодня сделаю просто, добавлю туда соли, и это сыграет свою ключевую роль в вкусовых качествах горячего шоколада. Смотрите, как это делается. Итак, смотрите, доводим молоко до кипения. Добавляем соль, сахар и 2 желтка. Все это перетираем венчиком. Просто растираем. То есть мы это не взбиваем. Теперь вливаем сюда закипевшее молоко. И все хорошо перемешиваем. Теперь выливаем все обратно. И будем это заваривать на плите до 82-85 градусов. Ставим на огонь и постоянно помешиваем. Все это дело завариваем до 82-85 градусов. Огонь должен быть слабый, чтобы мы не сварили наши желтки, а просто их прогрели. Видно, как масса густеет. Это значит, что желтки завариваются. В общем, если нет термометра, то проверять можно следующим образом. Берем лопатку, проводим пальцем, и если не заплывает линия, не заплывает массой, то значит все готово. У нас пока еще не готово. Самое главное следить, чтобы желтки не свернулись, иначе у нашего горячего шоколада потом будет вкус яичницы и рыхлая текстура, что нам не надо. Все, наша масса готова. Теперь нам нужно вылить это все дело в нашу чашу миксера. Все, теперь мы ставим в миксер. Можно без миксера, можно это сделать вручную, но с миксером гораздо лучше будет текстура. Теперь мы сюда засыпаем шоколад, закрываем крышкой, чтобы оно не брызгало. И просто смешиваем все до однородности. Все, наш горячий шоколад готов. В общем, мы приготовили горячий шоколад, будем пробовать. Нет ничего лучше, чтобы согреться в наступившие холода. Бомба просто. Очень надеюсь, вам понравилось. Это очень простой рецепт, который вы можете с легкостью повторить дома. Для этого ничего особенного не нужно. Блендер, в котором мы это все взбивали, просто немного упрощает нам жизнь. Но можно обойтись и без него, просто все смешать венчиком или лопаткой, или же погружным блендером, если у вас есть.
Просто блендер дает более гладкую и кремообразную текстуру. Вот, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. И не мерзните столь быстро наступившими холодами. Согревайтесь горячим шоколадом. Всем пока-пока!